Друзья, возможно, название этого выпуска для кого-то покажется чрезмерно эксцентричным, ярким, избыточно провокационным. Но хочу заверить вас, что это далеко не так. И я объясню почему. Дело в том, что та история, которую мне прислал один из моих подписчиков, является очень показательной для большинства мужчин. Я уверен, что каждый узнает в этой истории себя или часть своей жизни. Я нисколько не сомневаюсь, что разбор данной ситуации позволит каждому из вас в дальнейшем не совершать подобных ошибок в отношениях. Позволит задуматься и сделать определенные выводы. Поэтому вслушивайтесь в каждое слово. Это действительно спасет вам жизнь. Мне 31 год. Ранее был в браке. 2 года назад развелся. Был в глубокой депрессии. Еле как выбрался. Но сделал выводы, занялся спортом и начал уделять время себе. Мы дальше посмотрим, какие ты сделал выводы и насколько эти выводы были правильные. Недавно на работе познакомился с девушкой, 23 года. Она стала сама проявлять интерес ко мне. Начали встречаться, говорила подругам, что любит меня. И было видно, что хочет детей и замуж. Здесь на что хочется сразу обратить внимание. А именно на то, что ты начинаешь встречаться буквально с любой, кто проявляет тебе какой-то открытый, нарочитый интерес. А прежде чем начать встречаться, ты присматривался к этой женщине, ты задавал правильные вопросы. Насколько она пригодна вообще для создания семьи, для замужества. Все это говорит о чем? О том, что в твоей жизни, скорее всего, очень малый трафик женщин. Именно по этой причине любая, кто хоть как-то проявит симпатию, будет являться потенциально твоей девушкой. Сразу, моментально. По поводу того, что девушка хочет замуж и детей. Если бы ты действительно набрался опыта, ты бы здесь понял, что желание подобной барышни создания семьи – это всего лишь инстинктивная программа, которая основана на режиме любви. Учитывая тот факт, что вначале твоя значимость была высока, этот режим любви, естественно, активировался, что и вызвало это желание. Это всего лишь всплеск гормонов. Поэтому столь яркий импульс в начале должен был тебя насторожить. Были конфликты, но подстраивалась. Здесь ты обманываешь себя. Конфликт – это уже начало конца. Это уже чувства пошли на спад. Это уже тот переломный момент, когда начался перекос баланса значимости. Ваши отношения никогда не будут прежними после любого конфликта. Одного единственного выяснения отношений. Ведь баланс значимости формируется преимущественно вот в эти самые переломные моменты. Кто победит, кто покажет свое истинное лицо, кто займет сильную, а кто слабую позицию. В самом начале, когда бушуют гормоны, конфетно-букетный период, женщина испытывает эмоции к тебе. Это ни о чем не говорит. Борьбы за доминирование еще не произошло, она впереди. Вот именно после первого конфликта все решается. Но ты, к сожалению, выводы после предыдущего брака не сделал никакие. Контент на канале, скорее всего, ты начал смотреть недавно. Также важно избавиться от этого навязанного стереотипа, что в отношениях ссориться это нормально. Я думаю, каждый слышал эти поговорки. Милые бранятся, только тешатся. Или притирки это нормально. Но нет, практика показывает обратное. А то, что она подстраивалась в первые разы, а потом-то нет. Потом-то нет. Что как раз таки показывает твое неэффективное, некорректное поведение. Ты провалил баланс. Скорее всего, чрезмерно эмоционально реагировал. Это показатель слабости. Уехал я в отпуск на 3 недели. Писала, звонила каждый день. Люблю и все такое. Приезжаю я с отпуска, а мне заявляет, что не поедет ко мне. А жили мы вместе 6 месяцев у меня. Сказала, что пожила дома у мамы, и ей хорошо. Я психанул и не поехал. А почему психанул? А потому что веришь в слова, веришь в сказки своей красотули. Ты не прогнозируешь, не пытаешься уловить взаимосвязь событий. Поэтому для тебя, естественно, полнейший шок, непонимание. А как так? Она мне вчера говорила, что люблю, а сегодня говорит, я не поеду. И, естественно, у мужчины, который плывет по течению, который не изучает природу женщины, механику ее поведения,
Он, естественно, не понимает, он ошарашен. Ну, а то, что ты уехал в то время, как раз, когда значимость к тебе стремительно падала, здесь все закономерно. Время сделало свое дело. Поначалу для женщины это некая драма. Да, для женщины, которая живет этими эмоциями. Которая, руководствуясь этими эмоциями, попыталась создать с собой отношения, семью, что заведомо обречено на провал, как, я думаю, многие уже понимают. Для нее твой отъезд – это некое испытание, это драма. Он где-то там. Эмоции немного подраскачались, что позволило ей написать тебе, что она любит, скучает и прочее. Но мы-то с вами знаем, что это означает. Прошла неделя, другая. На горизонте появились новые варианты, более перспективные. Они здесь, рядом. Они оказывают знаки внимания. Чувства и эмоции к тебе находятся на низком уровне, а если это так, то девушка потенциально ощущает себя свободной. У нее не было цели создать семью на самом-то деле. Это всего лишь инстинкт. Так же быстро и так же сильно, как она в тебя влюбилась, вошла в этот режим любви. Так же стремительно она и охладела. На следующий день пришла ко мне на работу. Работаем вместе. Огонь в глазах, нежность. Состоялся разговор. Сказала, что сама не знает, что хочет. Заплакала. Говорит, что любит, но не хочет отношений. Что запуталась и не видит будущее. Но это классические противоречия, которые мужчины, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев не видят, не замечают. Люблю, но не могу. Хочу, но не буду. Я всегда говорю, что в таких случаях нужно всегда ориентироваться на действия и смотреть на поступки. Женщина, которая любит, она будет с тобой. Она не раздумывает, она не говорит, что она запуталась. Она абсолютно знает, что хочет, а хочет быть с тобой. Точка. Если же ее поведение непоследовательно, нелогично, то очевидно, что эти самые эмоции, которыми она руководствовалась, пошли на спад. Поэтому она пытается найти какие-то аргументы, почему стоит прекратить эти отношения. Если же она не уверена, если она говорит, что запуталась, как один из вариантов, есть некий другой мужчина на горизонте. Многих мужчин также сбивает тот факт, что женщина плачет. Вот она заплакала, значит, она действительно любит. Но вот обстоятельства против нас. Что-то мешает, правда, непонятно что, она не говорит. Но вот эта любовь такая, что вот непреодолимой силы. Уже стоит для себя наконец-таки уяснить один простой факт, что любая женщина, особенно та, которая живет этими эмоциями, которая привыкла к этой драме, которая ищет ее в любых отношениях, для нее заплакать очень легко. Это ее природа. Не стоит смотреть на ее слезы, не стоит обращать на это внимание. Именно с этой точки зрения. А стоит обратить на это внимание лишь с точки зрения выявления ее типажа, а именно непригодности. Это значит, что на спокойные, здоровые, экологичные отношения она в принципе не способна. На следующий день я приехал к ней домой. Разговор тот же самый. Не хочу отношений, мы разные, нету будущего. Отвез в этот день ее на работу. На следующий день забрал с работы, отвез домой, она поцеловала. На следующий день звоню, спрашиваю про встречу. Она сказала, что нет. У нее подруга, и мы не увидимся. Сказала, что наш разговор еще в силе. Заметили, да, вот эту разницу? Там она пускала слезу, говорила, что запуталась, не уверена. А здесь уже вполне четко обозначает свою позицию, что у нас нет будущего, и мы разные. А почему так происходит? А потому что здесь ты абсолютно однозначно показал свою слабую позицию. На ее отдаление, назовем это так, ты пошел на сближение. Ты сам приехал, ты отвез, привез. То есть показал ей полную готовность спасать эти отношения, токсичные, которые она разрушает. Будет ли женщина уважать и ценить этого мужчину? Подобное нет. Для нее удобный мужчина значит слабый. Да, поначалу ты был каким-то недоступным, и это ее цепляло. Это некий вызов для нее был. Но ей точно не нужен такой услужливый и удобный. Для нее сейчас подруга важнее, чем ты. Она для нее авторитет. Хотя должно быть с точностью да наоборот. И это было так в начале. Вспомни.
Но я почему-то сомневаюсь, что ты ее развозил на работу и обратно. Всегда нужно держать в голове, что твое внимание к женщине, твоя забота, поступки должны быть все-таки соразмерны. И ее вложение прежде всего. Если ты это делаешь просто так, без ограничений, это будет восприниматься как избыток. А к любому избытку, рано или поздно привыкаешь и перестаешь это ценить. А здесь же, когда очевидно токсичное влияние на тебя, и ты усиливаешь эту свою заботу, женщина это не просто не ценит, а воспринимает тебя как бесхребетного слюнтяя, о которого нужно вытереть ноги. Я в выходные не писал, не звонил. В понедельник пришла на работу и сказала: «Не грусти», и обняла. Она прекрасно понимает, что ты страдаешь, что вот этот акт того, что ты ей не пишешь и не звонишь, ты просто терпишь по факту. И это действительно так, и она это понимает, и ты это понимаешь, и все это понимают. Поэтому она просто проверила, так ли это, увидела твои глаза и пошла дальше. А дальше я уехал в командировку. Звонила один раз, писала сухо, холодно. У нас поездка на море была запланирована. Сказала, что вообще не поедет, и что мы не вместе. Хотя изначально говорила про паузу и прочий негатив. То есть здесь уже абсолютно прозрачная, понятная позиция. Мы не вместе. То есть я от тебя ушла. Все уже здесь, если до этого можно предположить, что ты как-то этого не понял, да, или не хотел понимать. Понятно почему. Потому что находился в неадекватном восприятии происходящего из-за состояния зависимости. То здесь уже вполне можно просто развернуться и уйти. Набраться в себе силы, поставить точку. От тебя отказались. Чувства ушли. Баланс провален. В конце концов, у нее кто-то уже есть. А у нее есть варианты. Какие выводы ты сделал из предыдущих отношений? Мне категорически непонятно. Но хотя бы сейчас, когда мы это разбираем, я думаю, определенные мысли начинают приходить. Надеюсь. Когда женщина говорит, что нам надо взять паузу, это всегда переводится как такое отсроченное расставание. То есть нужно понимать это так, что женщина инициирует расставание. Все. Просто она не хочет сейчас так резко брать на себя ответственность за разрыв, но она абсолютно точно приняла для себя это решение. Пауза нужна для того, чтобы более в легкой форме, так скажем, от тебя отстраниться, отвыкнуть, попробовать другие варианты, рассмотреть и убедиться, что там лучше. И потом тебе по СМС или по телефону, это же гораздо проще сказать, что да, я подумала и решила, что окончательно все. Меня накрыло жутко. 2 дня не писал, не звонил. Сегодня решил позвонить, не ответила. Пробивал через знакомых, есть ли у нее кто-то. Сказали, что нету. Абсолютно непоследовательное, неэффективное поведение. Основанное на высокой значимости, на зависимости. А это болезнь. С этим надо работать, от этого надо избавляться, лечиться. Потому что пока ты находишься под воздействием этого, ты не можешь рационально, адекватно мыслить, принимать решения правильные. То есть это решение ей позвонить после всего этого. Очевидно же, человек со стороны, я, например, или кто-то из вас, очевидно же, мы понимаем, что это не разумный поступок, что никаких дивидендов и результатов он нам не принесет. Это всего лишь плоды этого состояния, когда тебя накрыло, когда тебе плохо, когда ты не можешь спать, у тебя нет аппетита. Это все лечится. Есть эффективные способы избавления от зависимости, применив которые буквально через неделю-две уже начнет возвращаться этот вкус жизни. Но пробивать, есть ли у нее кто-то, а что тебе это даст? Ты только еще больше себя накрутишь, еще больше вгонишь в эту тоску, в эту депрессию. А это уже опасно, это уже дальше психические девиации, которые потребуют вмешательства врачей. Поэтому с этим шутить нельзя. Я всегда говорю, что есть одно универсальное, очень эффективное правило, которое я вывел для себя когда-то давно и всегда его придерживался. Оно работает, что самое важное. По поводу твоих подозрений, что а кто-то у нее сейчас появится, пока у нас пауза или она только что ушла, прошла неделя, 2 недели. И у мужчин часто это беспокойство терзает. Да, мы сейчас возвращаем, например. А если у нее кто-то появится? А если она переспит с кем-то?
Запомни одну простую вещь. Всегда нужно понимать, что у нее это было. Вот зафиксируй себе эту мысль. Расстались, пауза, неважно. У нее был мужчина. Почему это важно? Потому что тебе сразу станет легче. Ты отпустишь эту ситуацию, не будешь мучиться ночами, выслеживать ее, смотреть, кто ее лайкнул, кого она добавила в друзья из мужчин. Посоветую тебе, как быть и что предпринять. Спасибо. Прежде всего, остановиться. Остановиться. Потому что в таком состоянии эмоционально нестабильном, ты просто дальше наломаешь дров. Еще больше. А нам это надо? Нам это не надо. Второе. Задуматься. Задать себе вопрос. А нужно ли вообще что-то делать? Да, вернуть можно. Есть определенные методы, которые позволяют повысить эту вероятность многократно. Но проанализируй эти ошибки. Посмотри. Вот мы сейчас все это с тобой разобрали. А нужна ли тебе такая девушка, которая руководствуется исключительно эмоциями? Ведь ничего серьезного, долгоиграющего, стабильного ты с ней не построишь. Держать постоянно сильную позицию, а ты уверен, что ты сможешь это сделать? Ты уверен, что тебе это нужно? Ведь рецидивы, они всегда будут происходить. Если ты тоже этого ищешь, если ты тоже, так скажем, ищешь этой зависимости подсознательно, да, без проблем. Но это замкнутый круг. Поэтому здесь все-таки важен правильный анализ, корректный разбор ошибок и верные выводы. Только тогда ты сможешь двигаться дальше. Пока я вижу, что ты просто не готов. Не готов. Тебе нужно набираться опыта, изучай контент на канале. Это позволит тебе получить некую общую базу и избавиться от этой оленей прошивки, которая лишь тянет тебя вниз, в слабую позицию, не позволяет выбрать нужную, порядочную девушку. Вот о чем нужно сейчас тебе задуматься. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, было полезно. Скоро увидимся.